10 тысяч долларов в месяц, я думаю, многих цепляет эта цифра. Вот это основа, куда нужно сфокусироваться. Прокачка своего уровня мышления и профессионализма. Нужно дать полезность. И это получается только через обучение, самое главное в сетевом, принятое решение. Всем привет! Сегодня в видео хочу поговорить о больших чеках в сетевом, вернее, как прийти к большим чекам. Что, собственно, нужно делать? 10 тысяч долларов в месяц, я думаю, многих цепляет эта цифра. Амбициозных людей приходит достаточное количество в MLM, и у кого-то получается стать топ-лидером и выйти на большой чек, а у кого-то нет. Почему так происходит? Давайте вот здесь покопаем. Очень часто в MLM можно слышать, что не получается, потому что ты еще не принял решение по-настоящему. Ведь именно эту фразу, я уверен, вы чаще всего слышите со сцены любой MLM-компании. Самое главное в сетевом – принятое решение. И все. Принял, и все получилось. Ради чего? Зачем? Вот то большое, почему я должен поднять свой зад, действительно важно, но недостаточно. И, кстати, для того, чтобы пришло это принятое решение, нужно еще опуститься на пару ступенек ниже, чтобы понимать, от чего это зависит. Но сегодня я не об этом. Я думаю, что меня смотрят те люди, которые уже приняли решение. Так вот, после принятого решения, единственное, что нас приводит к успеху, это действие. То есть решения нас подталкивают к действию, а вот действия могут быть, которые ведут нас к цели, а может быть и нет. Вот тут именно у многих косячок, поэтому давайте о действиях сегодня и поговорим. Кто-то из вас сейчас формирует контент, много обучается, кто-то ведет прямые эфиры, а кто-то ищет сервисы для рассылки спама. Кто-то записывает видео, а кто-то смотрит видео или слушает аудиоподкасты. Все это действия, которые ведут к тому или другому результату. Когда-то было достаточными действиями раздавать листовки возле метро, размещать объявления в газетах, знакомиться на улице и так далее. Сегодня этого недостаточно. Сегодня нужно стать по-настоящему профессионалом. И для этого важно сфокусироваться на тех действиях, которые приносят результаты, и отточить их по максимуму. Я подготовил для вас простую логическую цепочку из 7 шагов, разобрав которую, каждому будет понятно, что, собственно, нужно делать. Итак, первое. Для того, чтобы получать 10 тысяч долларов в месяц, нам нужно делать товарооборот практически в любой сетевой компании порядка 200 тысяч долларов. Для того, чтобы создать такой товарооборот, вам нужно проводить не менее 45 результативных встреч в день. То есть каждый день 45 закрытых сделок. И это очень оптимистичный сценарий. Например, в моей компании в среднем это не менее 90 сделок в день. Но учитывая, что не каждая встреча будет в любом случае результативной, посчитайте, сколько встреч должно проходить в день. Становится абсолютно понятно, что такой объем физически одному человеку не вытянуть. Нужна команда. Причем можно даже сразу посчитать, какие это должны быть люди и сколько их. Давайте так. Вот как вас призывают топ-лидеры проводить не менее 2-3 встреч в день. И пусть даже каждая третья встреча будет успешной. То есть одна встреча в день у одного члена команды – это закрытая сделка. Получается, что в команде должно быть где-то 45-90 дистрибьюторов, то есть партнеров, которые каждый день заряжены, чтобы проводить встречи. Теперь вопрос, и где взять эту команду? Все просто, нужно проводить самому встречи. А для того, чтобы встречи были результативными, у вас появлялся со встречи новый партнер, нужно, чтобы эти встречи были максимально качественными. Ну а для того, чтобы партнеров было много, нужно, чтобы таких встреч было много. И нам важно количество. Как организовать количество? Для того, чтобы получить большое количество встреч, нам нужно продвижение. Ну а для того, чтобы нам продвигаться, нужно с чем-то продвигаться. То есть нам нужно давать людям что-то ценное, ведь что-то их должно привлекать к нам. И тут волшебной палочкой махнуть не получится, чтобы создать очередь. Нужно дать полезность. Какой-то полезный контент, если мы говорим про продвижение в интернет, или даже если офлайн продвижение, вам тоже нужно дать ценность. Ваше предложение должно быть составлено так, что от него сложно отказаться. Вот это основа, куда нужно сфокусироваться.
Это именно те действия, которые ведут всех нас к большим чекам. Ну и для того, чтобы это все получалось, нужно обучаться. Конечно, с применением знаний на практике. Вот это база. В этом алгоритме я показал все от обратного, чтобы каждому было наглядно видно, от чего зависят большие чеки. Давайте теперь еще пробежимся по порядку, только уже снизу вверх. Итак, первое, что нам нужно делать каждый день, это прокачка своего уровня мышления и профессионализма. Я говорил выше, если вы нацелены на большие чеки, нужно стать профессионалом. И это везде так. И в сетевом бизнесе вы находитесь, в линейном, в найме. Зарабатывают профессионалы. И это получается только через обучение и внедрение полученных знаний в практику. А вот чему именно нужно обучаться, ну вот я как раз здесь отобразил здесь. Потому что можно обучаться чему-то, только эти знания никак не приближают нас к большим чекам. У меня у самого был такой период, когда я вроде бы как обучался, становился умнее, только это не вело к росту чека. Скажу так, если бы мне в свое время показали вот эту зависимость, я бы точно сэкономил время, так как здесь наглядно видно, на какие точки нужно сфокусироваться и не рассеивать свое внимание. Движемся дальше. Второе. Полезность. Полезный контент. То есть ценная информация для других людей. Здесь может у кого-то возникает вопрос, а что мне такого ценного давать, если я не эксперт? У меня нет идей, нет результатов, и я пока еще не могу обучать людей. Друзья, вот обучать никого не надо, просто делитесь, что у вас сейчас получается, что не получается, с чем приходится бороться. Вот ваш первый этап, вы обучаетесь, узнаете новое и практикуете. Делитесь этим, для многих это будет ценно. Далее, продвижение. Очень важный момент. Когда вы начнете формировать ценность, нужно сделать так, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Если вы написали, например, какой-то очень полезный пост в Instagram, а на вас подписаны только пару друзей, то без продвижения больше этот пост никто не увидит. Если вы рассчитываете, что Цукерберг заметил ваш пост и подумает, этот малый полезные вещи задвигает в своей теме, давай-ка я его продвину, вы ошибаетесь. Там ничего личного, просто бабки. То есть начнем продвижение с полезностями, у нас появится поток встреч. И неважно, какой формат встреч вы используете, офлайн встречи, переговоры в Zoom, какие-то презентации, вебинары, неважно. Важно, чтобы вы общались не как сердце подскажет и интуиция, хотя искренность это тоже важно, а чтобы вы разбирались в технологиях продаж, отрабатывали качество. Потому что продажи – это мастерство высочайшего уровня, и оттачивать их нужно постоянно. Ну и следующее, что нам нужно, это работа с командой. То есть, когда вы создаете условия, чтобы вот это все за вами смогли повторить. Вот так вот и достигаются большие результаты в бизнесе. Теперь я думаю, что у всех уже точно сложилось, что именно в какой последовательности нужно делать и куда направить свой фокус. Но у меня на этом все. Всем, кому был полезен, ставьте палец вверх, ну и подписывайтесь на канал. Каждую неделю вы здесь будете получать новые полезности по теме продвижения в MLM. Пока!